Так, гороскопы я вам на парне рассказала, а теперь достану для них карту. И у меня колода Ленорман. Тахион Козерог. Неделя с 16 по 22 июня 2025 года. И от меня карту для них, вам фанаты. Вот такая карта. Созвездие Единорог. Вот такая карта. Вот. Созвездие Единорог. Экватор. Одиссей с Диомедом идут по вражескому лагерю. Продолжайте свою борьбу. Вы внимательно послушали гороскоп для Тахиона. Знаете, каждый шаг будет даваться ему нелегко по этой карте. Да? Вот в этой карте так написано. И как бы вроде бы да, победа близка, но вот что-то будет, ну как бы его притормаживать, да, и вот если мы внимательно слушали гороскоп Тахиона, да, и говорится о том, что много каких-то идей, в общем, но что-то будет не по плану. И, в принципе, у него неделя такая напряженная, да, постоянно его что-то будет беспокоить, в общем, да, ну и, в общем, будет себя сдерживать, чтобы не взорваться, в общем, да, и армия его беспокоить будет почему-то, да, не знаю. Здесь карта говорит о решительности, быстро будет принимать решения, да, в принципе, и астрология нам об этом же и говорит. Самоуверенность, в общем, знает, что делает. Уверенность может перерасти вот именно в это, знаете, в агрессию какую-то, потому что он знает, что ему нужно делать, да, он и стремится, как бы, у него есть четко свои идеи, планы какие-то, и стремится к этому. Но, в принципе, много каких-то людей, вот что касаемо там партнеры, ну, здесь, возможно, пересмотр каких-то дел, условий, что касаемо там договоров, планов, вот в этом ключе, да. Ну и в принципе, как бы здесь команда все-таки, да, карта тоже говорит об обнулении с кем-то. И астрологически у него там смена, возможно, партнеров, да, что-то будет менять, в общем, да, вот такие карты. Вот. Что касаемо, ну, возможно, наводить порядок в делах, да, вот. Навести порядок в делах. Это карта. Карта говорит продолжать борьбу, в общем, да, Одиссей и с Диомедом идут по вражескому лагерю, в общем, да, вот, и, ну, шаг за шагом пробираются по этому вражескому лагерю, какие-то есть препятствия на пути, в общем, да. Здесь парная карта тоже вышла, да, ему реально его вот близкие люди, кто его поддерживает, будут ему там помогать в чем-то, да. Вот. Карта говорит о уверенности, ну, а также о быстром принятии каких-то решений. Когда будет что-то меняться, нужно будет корректировать, что-то исправлять, что-то подправлять и так далее. Вот такая ему карта вышла, в общем, да. Так, дальше у нас Чонгук, в общем, да. Чонгук у нас Дева. Неделя 16 по 22 2025 год. Все правду, в общем, да. У него как бы больше цель на что-то групповое, да. Здесь у нас созвездие Андромеды, северное полушарие, карта, мастер около философской лампы, да, вот там он что-то, в общем, колдует, да. Вот, здесь можно говорить, что есть реально какие-то цели. Можно сказать, они немножко имеют такую корыстную подоплеку. И послушайте внимательно его гороскоп. В принципе, у него очень много что-то связано, ну, у него есть там такое, что касается денег, да, проектов, денег, в общем, и ему нужно очень тщательно это все проверять, да, чуть ли не там 10 раз все нужно проверить, перепроверить, ну, наводит порядок, да, и здесь алхимик, вот, в общем, химичит там, вот, да, трудится, да, вот он мастер около философской лампы, вот так он согнулся, знаете, и следит за каким-то процессом. Вот, карта говорит больно не надеяться на окружающих, карта не слушать окружающих, говорит о сосредоточенности на чем-то, да, о каких-то разговорах, видите, там внизу, в общем, да,
с кем там он будет общаться, в общем, деловое общение. Здесь, может быть, знаете, что-то такое будет, мы услышим о его партнерстве, да, и у него есть тоже астрологически, во-первых, его там кто-то подведет, возможно, он с кем-то что-то наметил, да, и, в общем, его кто-то подведет. Потом еще у него будет такое, и он это запланировал, в общем, да, и опять это отодвигается что-то. Здесь, например, видите, у него есть людей, выбирать тщательно, с кем реально можно говорить, потому что здесь, у него даже есть там что-то такое касаемо, ну вот групповое, да, и, я не знаю, коллаборации вот какие-то или что-то такое. Вообще очень, и карта говорит, да, и астрология намекают, что давно с людьми не было связи, с теми, у кого ранее были с ними контакты какие-то, да. Вот что-то мне крутится этот челлендж, да, там с Мингю и так далее. Вот что-то он готовит, да, алхимик, что-то химически готовит, в общем, да. В этой карте есть, знаете, ну, например, знаете, четко знает, что нужно делать, в общем, да, независимо от реакции фанатов. Ну, например, да, чтобы это могло быть. Карта говорит, не нужно допускать вот этого фанатизма какого-то, понимаете? Потому что, в принципе, вот этот, если что касаемо фанатизма, вот этот эгоизм, он может, ну, как бы в обратку отыграться, да? Ну, здесь же фанаты все четко следят за чем-то, да? Вот такая карта, в общем, да? Тоже новые идеи, в общем, и, например, поделиться с чем-то окружающим, и, возможно, вот мы от него что-то увидим и узнаем. Вот такие у них карты.